Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале «Дом и сад». Меня зовут Александра. Если вы смотрите это видео, то наверняка уже готовитесь к зиме. Хоть на улице еще лето и, заметьте, в самом разгаре. Но именно сейчас нужно сделать некоторые запасы на зиму. Речь пойдет о настоящем овощном мясе. Это зеленый, сочный и богатый на белки шпинат. Шпинат – одна из самых простых для выращивания холодостойких культур. Листовой земляной овощ хорошо растет в прохладную погоду и в короткие дни, поэтому посев шпината на зиму – это хороший выбор для осенних или ранних весенних работ в саду и на огороде. Шпинат – это быстрорастущий овощ холодного сезона, который можно собирать уже через месяц после его посадки. Что нужно знать перед посевом шпината, чтобы вовремя собрать его для зимних запасов? Чтобы вырастить богатый урожай шпината, надо посадить семена в грунт как можно раньше, чтобы растение успело создать крупные сочные розетки до наступления жаркой погоды. Шпинат не выдерживает тепла. Повышение температуры в летние дни приводит к тому, что он завязывает семена и созревает слишком быстро, а вместо листьев, к сожалению, вырастает стебель. Но нам же не нужны стебли, нам нужны листья на зиму. Поэтому я с посевом шпината немножко хитрю. Чтобы не ввергать его в летнюю жару при посеве весной, я высеваю шпинат еще поздней осенью, сразу после первых заморозков, примерно в период посадки чеснока. Вся моя хитрость выращивания шпината заключается в том, что под зимний посев шпината в конце осеннего сезона, когда закончилась летняя жара, позволяет получить первую зелень уже в начале апреля, а иногда, при условии теплой весны, даже в конце марта. И заметьте, в открытом грунте. Чем едят шпинат? Шпинат – отличный зеленый овощ, который идеально подходит не только как самостоятельный овощной гарнир к любому мясному или рыбному блюду. Его сейчас очень модно использовать для супов и пирогов, из него можно делать витаминные смузи и овощные коктейли. Да, шпинат был первым замороженным овощем, но ешьте его лучше свежим. Он вкуснее и питательнее, если его собрать свежим ранним утром, пока он хрустит от влаги, которой напитался на грядке. Шпинат морозостоек и может переносить легкие заморозки, поэтому, если вы живете в мягком климате, можете спокойно сеять его на зиму. В более холодном климате, где бывают сильные морозы, лучше защитить посевы парниковыми рамами или толстым слоем мульчи. Несколько советов по поводу выращивания и хранения шпината. Как известно, шпинат подарили миру персы. На кухне его освоили китайцы. В Европу на испанские земли в XI веке привезли мавры. А вот замораживать и продавать шпинат в замороженном виде нас научили американцы. Шпинат стал первым овощем в длинной овощной линейке, который был заморожен и продан как замороженный овощ-товар. Как заморозить шпинат на зиму? Соберите на грядке или купите на рынке в разгар зеленого овощного сезона, пока цены на такую зелень бросовые, свежие листья шпината. Хорошо их помойте, слегка просушите или промокните кухонным полотенцем или бумажными салфетками. Соберите листья шпината в своеобразные горки, упакуйте в полиэтиленовые кульки, слегка надавите, чтобы вышел воздух, и отправляйте в морозильную камеру. Пусть шпинат вас порадует в составе вкусного зеленого супа или хрустящего пирога в холодные студеные зимние дни. Шпинат хорошо растет весной и осенью. Семена прорастают при температуре 2-3 градуса Цельсия. Оптимальная температура для роста растения 15-17 градусов. Всходы шпината легко выдерживают понижение температуры до минус 10 градусов Цельсия. Шпинат – овощ длинного дня.
Для того, чтобы он зацвел, надо, чтобы длительность светового дня составляла не менее 15 часов. Отсюда вывод. Сейте шпинат пораньше весной или поздней осенью, когда день короткий, и вы получите к весеннему или осеннему витаминному столу прекрасную листовую зелень шпината без всяких стрелок. Почему я люблю и сею шпинат? Потому что это удивительный овощ. Он содержит особый хлорофилл, который по своему составу очень напоминает человеческий гемоглобин, белок крови, который отвечает за содержание железа в нашем организме. Шпинат очень полезен при малокровии, при склонности организма к разного рода воспалениям и опухолям. Он хорошо влияет на процесс пищеварения, укрепляет зубы и десны. Но тем, у кого болят почки или подагра, шпинат употреблять в пищу противопоказано. Как это объяснить? Шпинат – это настоящее овощное мясо, богатое белком. В 100 граммах шпината содержится около 3 грамм белка и 3 грамма углеводов. Для сравнения, одно яйцо содержит 6 грамм белка, а 100 грамм куриного мяса – около 25 грамм белка. В конце видео, как всегда, полезная подсказка. Как только день пойдет на убыль, можно повторно сеять семена шпината в открытый грунт, чтобы получить отличную зелень уже через 3-4 недели. Если же хотите все время собирать на грядке сочный молодой шпинат, сейте несколько раз, с разрывом по срокам посева в 7-10 дней. Хорошо поливайте, и зелень не заставит себя долго ждать, порадует вас сочными зелеными розетками. Хорошего урожая! И не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей его увидели. Может, им тоже актуальны некоторые советы по посеву шпината и заготовке его на зиму. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся!